Алиса, стоп. Добрый вечер, дорогие зрители. Мы снова с вами. 6 часов вечера по Москве. Пятница. Мы в прямом эфире. Вы задаете вопросы, я на них отвечаю. Я программист, меня зовут Егор. Немного менеджер, немного инвестор, немного карьерист. Поэтому вопросы о развитии карьеры, ее построении в текущих условиях тоже приветствуются. Задаете вопросы текстом, я отвечаю голосом, стараюсь вам принести пользу, а вы некую пользу и мне принесете своими вопросами, если они будут достаточно острыми, провокационными и философскими. Вопрос первый. Как в XDSD спрогнозировать сроки и бюджет проекта? Например, на старте договорились с заказчиком на 4 месяца и $50 тысяч, а по факту вышло 6 месяцев и $100 тысяч. XDSD, для тех, кто не в курсе, это методология разработки, некая альтернатива Agile, которую мы предложили более 15 лет назад, сокращенно от Extremely Distributed Software Development. Основные постулаты, вы можете зайти на сайт xdsd.org и прочитать, заключаются в том, чтобы мы полностью исключили коммуникацию между программистами, неформальную, и оставили только формальные контакты между ними и в рамках тикетов, в рамках задач, которые в тикет-трекинге находятся. И таким образом повысили управляемость проекта, повысили его предсказуемость, что ли, и выгодность для того, кто платит деньги. Мне кажется по-прежнему, что Agile плох в том, что придуман он был программистами, а не их заказчиками, не теми, кто платит деньги. Думаю, что большинство из вас, кто меня слушает, это именно программисты. И это именно наша вина в том, что появился Agile, и он привел к тому, что мы сейчас имеем. Мы имеем философию, парадигму, которая нас не просто расхолаживает, а во многом запрещает нам быть организованными. Блокирует в нас как в менеджерах стремление или, как сказать, способность к организации. Сейчас, секунду, у нас тут, надеюсь, меня видно и слышно, потому что YouTube, он так плохо реагирует на VPN, и вы сами понимаете, что мы все это делаем через VPN. Так что, если меня вдруг не слышно и не видно, то вы мне пишите, я буду пытаться как-то реагировать. Так вот, вопрос в том, как в этой системе, которая не agile, которая contra-agile, которая не предполагает свободу передачи информации, не предполагает мягкость управления, а предполагает, наоборот, радикальную жесткость управления, где каждый программист является действительно винтиком общей системы, действительно, может быть, грубо сказано, но расходным материалом в общей картине разработки. Когда главным является продукт, который мы разрабатываем, не менеджеры, не руководство. Руководство вообще не должно быть в парадигме XDSD. Должны быть только кодеры, то есть мы с вами, перед каждым из которых стоит набор изолированных задач. Каждая микрозадача отделена от другой максимально. Вы выполняете свою задачу, закрываете ее, получаете какой-то за это результат финансовый, и переходите к следующей задаче. И если вам нужна какая-то помощь, если вам нужно как-то посоветоваться с другим, если вам нужно обсудить что-то, то вам это запрещено. Вы не имеете возможность подойти к соседу по команде, подойти к менеджеру, к архитектору и спросить у него, как это правильно сделать. У вас полностью запрет на эти коммуникации. Вы делаете все в формате вопросов, заданных в виде тикетов или issues, или pull реквестов. И там уже внутри этого тикета вам ответят на ваш вопрос. Если будет непонятно что-то, то создадут еще тикеты для уточнения и так далее. Многие, конечно, эту парадигму не принимают. Она тяжела для тех, кто привык работать в неформальном менеджменте, когда информация бродит по офису, как-то перетекая из головы в голову. И таким образом мы в таком мягком режиме что-то создаем.
Я большой противник мягкого менеджмента, но я также большой противник диктатуры глупых менеджеров, диктатуры иерархии, менеджмент иерархии, потому что она, конечно, уничтожает качество еще быстрее, и инициативу, и мотивацию еще быстрее, чем мягкий менеджмент. В моей картине мира менеджмент должен быть максимально жесткий, но без менеджеров. То есть мы должны управлять по установленным правилам, по установленным критериям приемки результата. Так вот, что делать, если мы по такой системе нечеткой стали работать и в конце пришли к другому результату? Уже рассказывал об этом. Вы должны заказчику говорить, учить заказчика и готовить его к тому, что результат ваш будет не всегда... Точнее, ваш результат нельзя прогнозировать цифрами, деньгами, бюджетом. Можно прогнозировать только скорость вашего движения вперед. Можно прогнозировать качество, с которым вы будете работать. Но предсказать, на какую сумму мы выйдем, мы можем только итеративно, последовательно приближаясь к конечному бюджету. На старте, когда вы начинаете проект, вы можете сказать заказчику, что результат у нас будет примерно от 10 тысяч долларов до 200 тысяч долларов. Вот где-то в этом диапазоне мы закончим, приблизительно, глядя на текущую оценку. И заказчик должен быть готов принять такую вилку. В теории менеджмента и software engineering эта вилка называется cone of uncertainty, то есть конус неизвестности или неопределенности. Этот конус слева направо движется. Слева он в точке старта проекта, он очень широкий, а дальше он начинает сужаться к моменту, когда проект закончен. На каждом этапе проекта мы можем переоценку делать наших ожиданий и выдавать заказчику новую цифру. Говорить, что сейчас мы уже не от 10 до 200 закончим, а от 15 до 180. Потому что стало понятнее, куда мы приходим, стало уже видно, с какой скоростью мы двигались, и виден предыдущий результат. Вот к этому нужно приводить заказчику, показывать ему книги, где рассказывается о cone of uncertainty, рассказывать, что именно так правильно управлять командой. Конечно, это будет непросто. И мы еще вернемся к этой теме. Дальше. Есть ли что-то, что значительно бы улучшило твою жизнь, но ты все равно этого не делаешь? Если да, то почему так? Нет, нет такого. Если бы что-то могло улучшить мою жизнь, я бы это делал. Чего-то такого, от чего бы я отказывался, но это какая-то иррациональная должна была бы быть во мне какое-то качество иррациональное. Безусловно, есть что-то такое. Я вот так отвечу. Конечно, оно есть, я просто не знаю. Я не знаю, что нужно сделать завтра, чтобы жизнь моя в 10 раз улучшилась, и я стал такой же богатый и успешный, как Илон Маск. Не знаю, но наверняка это существует. Вопрос просто в том, что обнаружить это нам не удается многим. Потому что мы, как большие языковые модели, запрограммированы на определенную логику размышлений, на определенное определение добра и зла. В любой языковой модели, как мы уже это понимаем, есть некая формула, многомерная, многомиллиардмерная формула добра и зла, хорошего и плохого. И когда вы у нее просите дать вам что-то новое, сгенерировать ответ на ваш вопрос, то она в рамках этой парадигмы, в рамках этих двух полюсов добра и зла, она движется и дает вам то, что максимально приближенно к добру, максимально близко к тому, что она считает хорошим. Также, я думаю, действуют и человеческие мозги. Нас все детство тренируют на формулировку того, что такое хорошо, как действовать, чтобы выживать. Нас начинают тренировать, когда нам еще пару дней буквально. Нам говорят, будешь кричать, не будем кормить. Например, не будешь кричать, будем кормить. Вот первая формулировка добра и зла. Мы знаем, что кричать и привлекать к себе внимание и раздражать более крупных особей – это плохо. А лежать тихо – это хорошо. Такая первая программа, первый нейрон в нашей нейронной сети. И так далее. И дальше это все выстраивается. Если сейчас вы у меня спросите, что я не делаю, то есть что есть такого в моей жизни, что было бы добром на самом деле для меня, то я не знаю, потому что в моей картине мира это зло. Меня так приучили. Поэтому, например, я не знаю, выходить на улицу и как Раскольников убивать старушек топором, как будто бы в моей картине мира это не приведет к успеху. Хотя, может быть, вполне бы привело.
Вот зайти к соседу, ограбить его. Может быть, у него там ценности лежат в квартире. И, может быть, даже ничего бы за этого бы мне не было. То есть я бы вполне это мог со своим интеллектом и со своими способностями физическими сделать так, что это все бы осталось незамеченным, и полиция бы меня не нашла. И я бы стал чуть богаче или сильно богаче. Но я этого не делаю не потому, что даже боюсь полиции, а потому что в моей картине мира это находится на территории зла. И все, мой мозг туда даже не заворачивает. А может быть, я бы, например, переключиться мне нужно было бы с Java на C-Sharp. Это тоже, это по аналогии с Раскольниковым. Но в моей картине мира это тоже некое зло. Я этого не делаю. А может быть, там лежит мой успех. Может быть, это нужно было бы сделать. Это я к чему все рассказываю? К тому, что каждый из вас имеет такую же ситуацию. У каждого из вас тоже некое программирование изначальное вложено в вас. И вы в рамках него принимаете каждое следующее решение. Ваша внутренняя большая языковая модель каждый день подсказывает вам двигаться по той траектории, которая для нее является добром. Выйти бы из этого, вот вопрос. То ли для этого грибы нужны псилоцибиновые, то ли я даже не знаю что. Дальше вопрос. Техлид планирует архитектуру, создает задачи, но в них мало описания, и приходится задавать много вопросов. По ходу разработки возникают как архитектурные проблемы, которые он сам признает. Как улучшить этот процесс? Я думаю, что нужно перестать относиться к архитектурным проблемам слишком уж нежно и трепетно. Это нормальный процесс. Дело в том, как реагирует архитектор ваш или тимлид. Ну, судя по тому, что вы говорите, что он признает, значит, все с ним в порядке. Он, значит, признает и может согласиться на их быстрое исправление. Ну, работайте с этим техлидом, он вполне адекватен. Невозможно сделать архитектуру сразу правильно, но это утопия. Либо это суперпростая система должна быть. Если вы делаете 158-е мобильное приложение, в котором скроллинг продуктов в корзине пользователя и кнопка «Заказать» и «Оплатить», то да, странно будет, если техлид сделает архитектуру по-другому и с ошибками. Но если вы делаете новый ресерч-проект, в котором совершенно непонятно, чем все закончится, то логично, что там будут ошибки. Не разделяйте так жестко архитектуру и имплементацию. В правильном процессе разработки архитектура должна занимать неделю. Вот вы должны неделю строить архитектуру. Примерно так. И уже через неделю вы должны ее попробовать, запустить, увидеть ее слабые стороны и выбросить всю целиком, сделать заново. Опять посмотреть, опять увидеть слабые стороны и выбросить ее заново. И стартовать этот процесс заново. И на какой-то итерации, может быть, второй, может быть, третий, чем более вы опытный, тем меньше нужно этих повторений нужно будет. Вы выйдете на архитектуру, которая окей. И дальше начнете на нее наклеивать уже мясо программистами. И модифицировать ее. Будет репортинг багов, будет фикс, будет юнит-тестирование. И начнется эта архитектура оживать как-то. То есть скелет делайте мягким, делайте его таким, как Роберт Мартин говорил, как-то недавно я слышал в одном из его докладов, он говорил, что нужно делать архитектуру так, чтобы ее можно было заменить, чтобы ее можно было исправить. Она должна быть готова к изменениям. Она должна быть так сделана, чтобы легко было ее исправить. Архитектуру. Речь идет об архитектуре, даже не о коде, не о деталях имплементации. Дальше. Как привлечь внимание активных open-сорсеров? Я уже говорил про это, я не знаю, как это сделать. И у меня только один для вас ответ. Просто количеством берите. Пишите много. Если вы напишете 100 open-source проектов, у вас один из них выстрелит. Если вы сделали 2 и пытаетесь сорвать куш на этих 2, то шансов у вас немного. Даже не то, что немного, а скорее всего 0. Хотя есть какие-то гении, у которых 1-2 проекта, но я думаю, что там история просто нам не показана. Скорее всего, они что-то делали до этого, просто в других местах. Дальше. Что думаешь о военных хакерах? Да, то же самое, что просто о военных, о людях, которые воюют на войнах. Ну, это часть нашей жизни. Вы вот про войны с таким страхом и ужасом обычно мы, программистское братье, рассуждаем. И нам так страшно попасть на войну, нам страшно об этом думать, нам кажется, что война это... Но вы просто выросли в таком времени, даже не мире, а в таком времени, когда война и мужественность — это идущие рядом
качества, идущие рядом идеи, концепции, они загнаны далеко в угол. И празднуется, наоборот, нежность, женственность, может быть, даже и миролюбивость. Но она невозможна. Мир нельзя построить на миролюбии. Это противоречит принципам мироздания. Все построено на конфликте, все построено на войне, такой или другой. Это может быть война технологий, это может быть война во дворе между двумя котами, это может быть война между ребенком и его соседом по детской площадке. Но всегда это война. Мы выживаем и строим себе жизненное пространство в результате прохождения через конфликты, в которых погибают слабые и выживают сильные. Нравится вам это или нет? И если вам начинают рассказывать о том, что мир построен на добре, мире и созидании, и нужно именно к этому миру стремиться, то вам врут. Вам врут те люди, которые на самом деле воюют и хорошо это умеют делать. Просто войны должны быть, как в «17 мгновениях весны» говорил этот генерал. Война нужна, просто не такая глупая. В любом случае война нужна. В любом случае нужны хакеры, нужны конфликты. Но просто они должны быть такие, которые бы, поменьше бы приводили к бестолковым жертвам, чтобы поменьше погибало действительно качественного материала, то есть людей, технологий, программ. Но должны погибать худшие. В этом идея вообще цивилизации. Если мы эту идею зачеркнем и будем считать, что выживать должны все, то в итоге будет деградация и вымирание всего живого. Так что хакеры, военные, хорошо, это такие же люди, как обычные военные. Они воюют просто своими методами. Пусть воюют, хорошо, это в итоге приводит к усилению всего, технологий и нас как существ. Так, следующий вопрос. Как относитесь к внутренним ассессментам для перехода на новую позицию, например, из middle в senior? Есть ли такие в Huawei? Если да, то какие строгие? Да, в Huawei есть, безусловно. Как в любой корпорации. А как еще может корпорация решить, кто заслуживает повышения зарплаты? Должны быть какие-то более-менее объективные механизмы. Зачем? Для того, чтобы защитить человека от человека. Для того, чтобы не дать возможность всяким провокаторам, интриганам, карьеристам, да и просто обычным людям использовать ситуацию, в которой кому-то подняли зарплату или кого-то перевели на более высокий уровень в каких-то корыстных целях. То есть мы забираем этими ассессментами в определенном смысле оружие у многих людей, которые им пользоваться не умеют или готовы пользоваться во вред. То есть, например, вы хорошо работаете, я ваш начальник, вы классный программист. Я объективно вижу по своему управленческому опыту, что вы заслуживаете перехода на более высокую позицию, и вам нужно платить больше зарплату. Я перевожу. Но тут же возникают люди рядом, которые в соседних департаментах, которые спрашивают, почему он так сделал, почему он перевел, какое у этого обоснование, докажите. И мне иногда будет трудно доказать, я не смогу сказать, но это мое личное субъективное мнение. Начнутся атаки на меня. Это твой любимчик, ты незаслуженно повышаешь зарплату. В общем, будут атаковать меня, вас, и в итоге мы попадем под удар. Куда лучше организовать всеобщий ассессмент. Сказать, что у нас тут некий закон есть, некое правило, некий механизм. И по нему вас тоже поднять вверх, но уже у вас будет гарантия безопасности. Это в ситуациях, когда диктатура глупых менеджеров, когда управляет всем управленческий персонал. Если это все убрать, то не нужны никакие ассессменты, потому что будет все происходить естественно. Вы будете подниматься вверх в результате выработки большего объема продукта. И все, у вас как стахановцы работали. Есть человек, он работает, вырабатывает угля в 5 раз больше, чем соседние шахты. И все, не нужно его никакие ассессменты. Он выработал, ему записали в зачетную книжку в 5 раз больше денег. И вызвали на съезд депутатов как почетного героя страны. Все. Там менеджмент не участвует в этом никак. Так должно быть в идеале. Дальше. Что вы думаете о dependency injection? Имеется в виду DI-контейнеры и фреймворки. Думаю, что это порочная практика иметь DI-контейнеры в целом. Вообще хранить объекты где-то долго – это плохая практика. Сделать объект, положить его внутрь какого-то другого объекта и дальше к нему из всех точек программы обращаться как к каталогу, к библиотеке. Это
разрушает модульность архитектуры. Получается, что у вас в центре находится какое-то единое хранилище, и все от него зависят. Ну, мы разбиваем, мы не просто все от него зависим, а мы разрешаем многим разным модулям зависеть от него. И кто из них начнет зависеть, мы не знаем, мы не контролируем. Если мы один раз открыли этот контейнер для всех и разрешили туда заходить, заходить будут многие. В итоге вы будете открывать случайный блок в вашей программе и видеть, что он использует то, что ему даже и не предназначалось. Но поскольку доступ был, он туда пошел, достал и стал использовать. Модули должны быть изолированы, между ними не должно быть каплинга. А Dependency Injection Container создает централизованную точку каплинга. Мы все через него зависим друг от друга. И чем зависимостей больше, тем в итоге архитектура становится менее модульная, а значит более вязкая и неподходящая для модификаций, как мы уже выше обсуждали. Дальше. На конференциях вам задают вопросы, вы на каждый вопрос отвечаете, что он хороший. Правда ли вы так считаете? Или говорите так специально, чтобы расположить к себе автора вопроса? Во многом говорю специально, чтобы расположить автора. Да, вы правы. Ну, это такой протокол некий для того, чтобы... Но, вы знаете, я слышал, что так говорить опасно, и я стараюсь этого больше не делать. Потому что, говоря на один вопрос, он хороший, мы таким образом остальные вопросы как будто бы ставим ниже. Раз я этот отметил, то, значит, предыдущие были не такие хорошие. Так что я сейчас стараюсь переходить на формат «спасибо за ваш вопрос». Не ваш вопрос хороший, не некая оценка такая, а спасибо за то, что вы его задали. Так что не думайте, что все хорошие были вопросы на конференциях, это совсем не так. Дальше. Оправдано ли на собеседованиях в крупные компании этап интервью по System Design? Даже если я просто middle разработчик, а не senior архитектор. Что посоветуешь читать на эту тему? Я думаю, что на интервью оправданы любые вопросы. Можно даже спрашивать, какой ваш любимый вид спорта и, не знаю, и откуда у вас эта татуировка. Ну, может быть, про татуировку это слишком личное, хотя я бы не стеснялся и спрашивал разное. Главное, как вы реагируете на ответ человека, будучи интервьюистом, и насколько вы дружелюбны при задаче вопроса, при постановке вопроса. Но спрашивать можно что угодно. А вы при ответе должны понимать, что вас не пытаются допросить. Никому не нужна точная информация о вас. Никто не спрашивает у вас действительно, зачем у вас татуировка на плече именно такая. Просто им интересно понять, как вы будете реагировать на этот вопрос. Вы будете смущаться, вы будете злиться, вы будете улыбаться, вы будете какие-то давать советы, вы будете растекаться словом по древу и уходить в какие-то детали, которые могут показаться странными. Ну, насколько вы адекватный человек, насколько вы адекватной ситуации человек. Насколько вы вменяемый человек. Потому что среди нас, программистов, вы знаете, много просто больных шизофреников, и нужно их стараться отсеивать на этапе найма на работу, потому что потом в коллективе будут проблемы, если вы возьмете кого-то, кто, ну не знаю, наколол себе татуировку, будучи в героиновом трипе. Может быть, лучше это узнать на интервью, а не потом, когда все станет совсем по-другому. Про System Design, ну да, пускай спрашивают. Просто вы должны открыто говорить, что вы чего-то не знаете. Это нехорошо на интервью пытаться на все вопросы отвечать положительно, как чат GPT. Везде пытаться дать правильный ответ или хоть какой-то ответ. Куда более профессионально вы будете выглядеть, если вы на один из 5 вопросов скажете: это я не в курсе, не знаю, не хочу ерунду говорить, поэтому давайте следующий вопрос. Это профессиональный подход. Ну, я так иногда делаю, когда проходил там интервью какое-то время назад, то я прямо чувствую себя лучше, когда я так говорю. Я говорю: слушайте, я с этой технологией не работал, не буду придумывать. Я с другой работал, спросите там, а с этой нет. Это вызывает, мне кажется, только уважение. Дальше. Как начать проектировать архитектуру бэкэнда при дефиците вводных по задаче, когда непонятно, как это будет использоваться во фронтенде? Хороший вопрос. Обещал не говорить, но вопрос, да, такой, который меня касается. Окей, не просто он хороший, а он близок к тому, с чем я сталкиваюсь. Действительно, создавая бэкэнд, не всегда или почти никогда непонятно, что потребуется. Я исхожу из
такого принципа. Создавая бэкэнд, представляете, что вы делаете API. Причем это бэкэнд, ну я понимаю, что вы, может быть, и говорите об API, но это не всегда так. Иногда бэкэнд это то, что имеет... Хотя, может быть, я неправильно, я так свой опыт сюда перекладываю, может быть, у вас наверняка это все не так. Окей, то есть бэкэнд это всегда API, да, для вас. Если вы делаете API, то старайтесь делать его так, как будто бы вы делаете это для сторонних публичных пользователей, как будто вы делаете GitHub API. Представляете, что вами будут пользоваться люди со стороны. И делайте так, чтобы это выглядело максимально эстетично, максимально продуманно, максимально логично для стороннего пользователя. Если у вас не все entry-поинты вашего бэкэнда, вашего API нужны сейчас для вашего фронтенда, а нужны буквально 3 из 40 потенциальных, сделайте 3. Но общий дизайн у вас должен быть такой, как будто их 40 будет. То есть вы должны ожидать, что их будет все 40. И делайте, исходя из этого, правильные точки доступа, правильную аутентификацию. То есть смотрите на проблему широко, но имплементируйте узко. Под текущую задачу, под текущий фронтенд. Такой, наверное, совет. А вообще про архитектуру, я вижу, вы задаете уже не первый вопрос сегодня. Я планирую такой небольшой анонс. Я планирую сделать школу архитекторов. Пока, думаю, бесплатную. Куда не открытую. То есть это будет не паблик стрим, не паблик видео, а школу для некоторого количества людей, которые туда захотят поступить, пройдут какой-то стартовый экзамен, и которых я буду в формате еженедельных или, может быть, ежемесячных, наверное, еженедельных встреч пытаться обучать. Но не в формате начитки, не в формате лекций, а таких воркшопов. Мы будем встречаться, все, кто в этой школе, это будет, может быть, пару десятков человек, и в формате обсуждения будем разбирать, как правильно делать архитектуру, какие есть трудности, как их решать, как работать в команде, как становиться архитектором. Мне кажется, что есть недостаток в такого рода информации. Если вам будет такое интересно, то следите за обновлениями в телеграм-канале. Я расскажу, как попасть в эту школу. Думаю, что можно ее с сентября, с начала учебного года стартовать и прямо в формате школы, с какими-то экзаменами, с какими-то проверками, регулярными встречами. И, может быть, мы в итоге выйдем на некую группу архитекторов, которые будут знать ответы на ключевые вопросы. Так, идем дальше. Как выбрать специализацию, чтобы быть не просто бэкэнд-разработчиком? Ищите то, что вам нравится, и выбирайте то, что сердцу нравится. Какую-то одну тему берите и на ней фокусируйтесь. Дальше. Недавно дочитал Туманова. Это, видимо, та книга, которую я рекомендовал в Телеграме. Может быть, вы сами ее нашли. Вопрос. Как вы думаете, возможно ли развить идею оплаты за результат, как в старательных артелях, на другие сферы? Zerocracy ведь тоже на этой идее построена. Именно. Я когда читал Туманова, я думал, как же, оказывается, близки эти люди были к той идее, которую мы спустя 30 лет или даже 40 в Zerocracy предлагаем. Оказывается, все это уже давно было, и это называлось старательные артели, и они видели, что именно таким образом можно организовать правильно труд человека. Причем в формате советской социалистической системы, в формате социализма. Они предлагали именно это, они не предлагали свергать социализм. Они говорили, давайте работать именно так. И они были богаты в те времена, и они не были богаты, как сейчас богатые олигархи, потому что они захватили доступ к ресурсам и просто наживаются на человеке труда. А они были людьми труда. Они добывали золото, пускай это может быть, в моем мире это может быть не самая созидательная деятельность, но это не важно. Они делали что-то своими руками. Кто-то из них руководил, кто-то из них строил, кто-то из них копал, кто-то из них, бухгалтерию вел. Но это все люди, которые работали своими руками и хорошо зарабатывали. Они зарабатывали, судя по книге Вадима Туманова, 1000 рублей в месяц. А в те времена это были огромные деньги для советского человека. И они делали это легально, им платили официальную зарплату, они получали деньги в кассе. Это было не варье, это были не буржуи, это были люди труда с огромными на тот момент доходами. То же самое нужно сделать для программистов. И мы пытаемся, Zerocracy это именно та же старательная артель, только в современном варианте.
Жалко, что у Туманова, ну, не взял я интервью в свое время, он умер буквально год назад. Ну, конечно, ребята эти были очень, ну, очень правильные, очень, очень по делу. Книгу очень рекомендую всем прочитать. Она такая мотивирующая. Она не просто иллюстрирует жизнь человека, она мотивирует на труд, на созидание. Дальше. Согласен ли ты с тезисом, спрашивают меня, что проблема тех фаундеров в излишнем любви к проектам? Для них код лишь техническое решение, а бизнес это про что и почему. Бизнес выше, чем код. Бизнес определяет код. Я не знаю, я думаю, что в каждом проекте по-своему должен быть баланс построен. В каких-то проектах действительно код это вторично. Ну, допустим, вы делаете, ну, не знаю, такси делаете, службу такси. Ну, там код не так уж важен. Если он хорошо будет работать или плохо, ну, наверное, это не принципиально. Принципиально вопрос, как вы получите таксистов. Принципиально, где вы возьмете деньги на подкуп их начальный. Ну, чтобы они перешли из Яндекс.Такси или из Убера к вам. Вот здесь будут вопросы. Где вы найдете инвесторов? Где вы найдете капитал на то, чтобы быстро осуществить? Как вы будете с властью взаимодействовать, чтобы вас не запретили? А код вам напишут, ну, в принципе, любые программисты. Возьмите только их, заплатите им нормально, и все будет работать. А есть другие стартапы, ну, например, система Continuous Integration. Ну, какая там разница, где вы, как вы будете бизнес развивать? Вам нужно, чтобы это работало, чтобы платформа для анализа кода, для его сборки, она должна работать. Ваш ключевой клиент – это программисты. Конечно, вы для него должны сделать все. Так что это разные техфаундеры, разные ситуации. И тут я бы не сказал, что код важнее, чем бизнес, или бизнес важнее, чем код. Вообще, насколько я понимаю, выигрывают те стартапы, в которых есть, есть пара, работающая в тандеме. Это технический фаундер и бизнес-фаундер. И лучше всего, если они плохо понимают скоуп друг друга, ту сферу ответственности, которая каждому принадлежит. Технически хорошо понимает технику, но совершенно не разбирается в бизнесе и даже туда не лезет. Как вот у Telegram, вроде бы так у них, там Павел Дуров, Николай Дуров, они вроде бы вот такая пара, где один хорош в бизнесе, а другой хорош в технике. Если у вас получится найти такую вторую половинку, то, мне кажется, успех... Почему я так говорю? Мне кажется, на опыте я видел разные стартапы, и опыт подсказывает, что в одиночку тяжело. Крайне тяжело. И даже если это какая-то одиночка, и нам показывают одно лицо у стартапа, как нам, ну, какого-нибудь Илона Маска, то там обычно за его спиной стоят люди, или человек, который умеет делать технику хорошо. А Илон Маск, например, ну или типа Илона Маска, это больше фронтмен и такой хедлайнер, которого мы видим. Дальше, что выбрать? Преподавать в ВУЗе за 10 тысяч рублей в месяц в серую. Я не знаю, что такое в серую в ВУЗе. Или преподавать в неплохой школе для детей с 5 по 9 класс с зарплатой 30-40. Но с идентичной нагрузкой. Но я бы выбрал школу не только потому, что там зарплата больше, а потому что, мне кажется, детей учить куда полезнее и куда интереснее, чем студентов. Хотя у меня опыт практически нулевой. И я бы с удовольствием пошел в какую-нибудь школу и там какой-нибудь предмет бы вел, информатику, таких младших классов. Я просто не знаю, где взять на это время, но если бы кто-то позвал в какую-то школу, которая недалеко от дома, я бы, может быть, был бы очень рад. Такое ощущение, что дети должны чем раньше вкладываешь в человека, тем результат-то больше. Студенты, мой опыт работы со студентами говорит о их о подавляющем отсутствии мотивации к обучению. У большинства студентов нет никакого интереса к информации, которая им не полезна прямо сейчас. И я был ровно такой же студент.
один в один. Мне тоже было плевать на все эти предметы фундаментальные, на какую-то дискретную математику мы изучали. Я не понимал, зачем все это. Если я знаю операцию AND-OR, зачем мне изучать всю эту булеву алгебру в течение всего семестра? Что там может быть интересного? Ну, я знаю, есть и, или, что еще? Ну, я с помощью этих двух операторов, ну, XOR еще есть. Я могу написать любую программу. Зачем вы мне это рассказываете? Я до сих пор, кстати, не понимаю. Ну, и студенты логично не знают ответ на этот вопрос и не ходят на лекции, на мои, там, из 30 студентов 3-4 заинтересованно слушают. Всем остальным нужно просто получить зачет. А школьники, думается мне, это пока моя теория, гипотеза, они будут с большим интересом, может быть, потому что им пока нет еще, у них нет еще пока возможности нигде ничего применить. Студент уже может взять два оператора AND и OR и написать программу, и она заработает, и все, результат достигнут. У него есть короткий путь к результату. А у школьника нет. Он пока еще не ходит никуда на работу. У него никакие программы еще не работают. Он не может еще ничего создать. И поэтому он будет, открыв рот, смотреть, что, оказывается, есть не только AND и OR, а еще есть XOR. Как интересно. Надо попробовать. Я, если когда-нибудь попробую, я вам потом расскажу. Так, дальше вопрос. Вы отзывались о Кремниевой долине как место, где все искусственное. Почему же вы выбрали Москву в качестве проживания, а не какую-нибудь дачу, дом вне города? Только из-за Huawei? Нет, я до Huawei жил тоже в Москве. В Huawei я попал через некоторое время после нахождения. Вы знаете, я пытался как-то жить. Дача, город, вот дача, вернее, или не город, а огород. Дача где-то в стороне от города. У меня не получается. Мне как будто я все-таки городской житель. Я могу пожить какое-то время за городом, но мне становится как-то даже не скучно. Ну, я целый день работаю, мне скучно не будет, но как бы возникает ощущение, что все там, а я здесь. Там что-то происходит, все там чем-то занимаются, а я здесь сбоку. Такое ощущение не потерянности, не одиночества, а ощущение слово хочу подобрать. Заторможенности, что ли, как будто все начинает тормозить. Как бы жизнь притормаживает, становится спокойнее, медленнее, тише. И я понимаю, что чем дальше, тем меньше меня интересует прогресс, тем меньше меня интересуют проблемы. У меня нет вокруг меня ничего меня тревожащего, никто меня не раздражает. Все мирно, тихо, спокойно. Вот мой дом, вот дверь, вот беседка, вот мангал и вот озеро, в котором я плаваю по утрам. И мир сужается. Знаете, вот говорят, что первый шаг к деменции и к проблемам с головным мозгом – это сужение пространства жизненного. Вы начинаете хотеть из квартиры не выходить, вы начинаете ходить по одной и той же улице, по одному и тому же маршруту, вы пользуетесь одними и теми же предметами, у вас теряется интерес к путешествиям. Это вот дорога к деменции. Нужно стараться расширять пространство жизненное. Поехал подальше, прошелся по новому маршруту, посмотрел на людей, которых ты раньше не видел. Такое ощущение заторможенности возникает при жизни за городом долго, и в итоге деменция начинает на горизонте пробиваться. Ну а насчет Кремниевой долины, что там искусственное, там такое все безвкусное, я бы сказал. Я не помню, чтобы я говорил искусственное, там скорее безвкусица такая тотальная и пренебрежение к эстетике. Это вот Америка, она вся про это. Им все равно, как что выглядит. Им все равно, как выглядят мы, как люди выглядят. Им все равно, как дома выглядят. Я был в Нью-Йорке в прошлом году и опубликовал видео у себя на YouTube. Можете его посмотреть там по ключевому слову Нью-Йорк. Там как я прошелся по Нью-Йорку за полдня, и посмотрите, как он выглядит. Нью-Йорк – это центральный город, самый богатый, самые большие бюджеты, там даже при больших бюджетах, там улицы все в каких-то решетках, в каких-то конструкциях строительных, все очень, и никому это не смущает.
Ну, все ходят и живут, и вот так оно. Даже посмотрите фильмы про Нью-Йорк. Какой не возьмите, там везде на фоне, обратите внимание, как выглядит улица, по которой идут герои фильма. Это всегда что-то крайне неэстетичное. Вот это больше, даже не про искусственность, а про отсутствие эстетики. И это в итоге начинает немного надоедать и делает жизнь пресной и безрадостной, что ли. Но там постоянный фокус, абсолютный фокус на работе. В Кремниевой долине вы как в фабрике. Вы находитесь как на большой крупной фабрике или, может быть, сказать, в тюрьме. Ну, не скорее в тюрьме, в фабрике. Вы рабочий на фабрике. У вас рабочий день, вы трудитесь, и вам нужно работать быстрее, потому что иначе вас выгонят и уволят. И какая разница, какого цвета барак, да, на этой фабрике, какого цвета станок, какого цвета кабинет у начальника. Ну хорошо, зеленый, красный, мы работаем и плевать на все. Но в итоге это плевать на все переносится на совсем все. И на вашу квартиру, и на ваш автомобиль, и на ваши дороги, по которым вы ездите, и на вас в итоге, как вы выглядите, с кем вы общаетесь, о чем вы общаетесь. У вас все становится как фабрика. И вот от этого я уехал оттуда, я понял, что почувствовал дискомфорт от всего этого. Это общий осадок, точнее, что осталось. Это было давно достаточно. Осадок такой. Так, дальше вопрос. По ощущениям, в Украине знают английский большее количество людей в процентах, чем в РФ. Так ли это, на ваш взгляд? Да, совершенно так и есть. В Украине куда больше программистов, по крайней мере, говорят на английском. И не только программистов, просто людей в кафе, в парикмахерских. Как будто бы страна более international. Это было видно, когда я там жил, сколько это, 7 лет назад, и думаю, что так и осталось. Почему? Ну, я думаю, причины очевидны, потому что экономика более интегрирована в international среду, потому что у нее собственных ресурсов и собственных сил не так много, как у РФ. Россия сама по себе самодостаточная. Ей есть чем заняться, скажем так, без компаний, которые на аутсорс отдают разработку. Посмотрите в Украине, чем занимается большинство айтишных компаний. Это такой или другой аутсорс. Они делают что-то для европейских клиентов, для американских, какие-то интеграции. В Америке head-office, а в Украине у них development center. И, конечно же, им приходится говорить на английском, они его учат. А в России очень много компаний, которые вообще не понимают, зачем им английский язык. Они все делают на внутреннем рынке. Здесь разработал, типа 1С. Здесь запрограммировал, здесь внедрил, и достаточно клиентов. Пойдите в Китай. В Китае еще меньше людей говорят на английском, потому что рынок еще крупнее. И там вообще непонятно, зачем программисту английский язык, потому что они все делают для внутреннего рынка. Практически все. То есть, чем страна меньше, тем она будет лучше говорить на английском языке, тем она больше будет похожа на колонию своего рода, такую экономическую колонию. Может быть, она не будет там прям уж царю целовать меч, но она будет зависеть. Дальше. Как бы вы поступили, если бы предложили компании, в которой работаете, использовать свой open-source проект, а она предъявляет, что это не твой проект, а их, так как они не знают, делал ли ты его в свободное время или нет? Это проблема, да, известная. Вам всегда могут сказать, что это их проект. Но если это open source, не спорьте с этим. Хорошо, это ваш проект. Вам-то какая разница? Завтра, я не знаю, Microsoft скажет, что там Apache Kafka это их проект. Как от этого пострадают разработчики Apache Kafka? Да никак. Ваш и ваш, какая нам разница? Они же не заберут его, они же его не удалят, они же его не сделают closed source. Если сделают, это другой вопрос. Если они требуют от вас закрыть проект и убрать его с GitHub, тогда это иная ситуация. И здесь бы я уже боролся и как-то сопротивлялся. Но если они говорят, слушай, это был твой open source, а теперь это будет наш, соглашайтесь, супер, значит им это интересно. Значит, они ценят его, значит, им показалось, что то, что вы делали, оказывается, имеет смысл. У нас в большинстве случаев компания просто не понимает, зачем этот open source и не обращает внимания. Мы делаем что-то в open source, а Huawei, например, смотрит на это так, не смотрит на это, не обращает внимания, потому что ценности мало. У нас нет проектов в нашей группе, у которого было бы 10 тысяч звезд. Но когда будет 10 тысяч, я думаю, Huawei сразу же развернется в нашу сторону и скажет, ребята, молодцы, это наш продукт, и мы скажем, замечательно, наш, конечно, мы не против, давайте. Мы, готовы полностью принять вашу
так сказать, власть над этим продуктом, но как сказать, до тех пор, пока вы не начнете, конечно, мешать нам разрабатывать, но этого не будет делать большая компания, если она, точнее, она может это делать, да, это может случиться, но ваша задача от этого защищаться, но именно от этого. Защищаться от технического вреда, который могут приносить менеджеры, которые начнут совать свой нос туда, чем вы занимались последние 5 лет. Но то, что они в принципе придут к вам, эти менеджеры, и захотят с вами иметь дело, это хорошо. Так, как относитесь к цитате Стива Балмера, экс-гендиректор Microsoft? Linux не общественное достояние. Это рак, пожирает все, чего касается в смысле интеллектуальной собственности. Так работает его лицензия. Ну, эта цитата ей лет 25, наверное, да, или 20. Это очень старая цитата, давно уже все поменялось, Microsoft давно отказался от этих слов и от этой философии. Он, когда это говорил, у них же не было open source вообще. Что произошло за последние 15 лет? Microsoft стал номер 1 open source поставщиком. По количеству репозиториев, по количеству строк кода, ну, может быть, не номер 1, но он в тройку входит. Microsoft. Этого же не было, когда эта цитата была. Так что не обращайте внимания, мир изменился сильно. Сейчас open source сейчас это уже не предмет обсуждения. Никто уже не говорит о том, хороший open source, плохо open source. Ну, это просто уже факт. Мы все живем в эру open source, и его влияние и территория, которую он захватывает, она только расширяется. Я на прошлой неделе выступал на радио «Маяк» в очередной раз, и тема обсуждения была именно open source. И там меня спрашивали ведущие программы физики и лирики, зачем нужен open source, для чего компании делают программные продукты бесплатно, выкладывают их в публичный доступ. И я ответил примерно в таком ключе. Компании пытаются захватить рынок программистов, рынок мозгов. Компании борются за таланты. Компаниям важно, на чьей стороне каждый из нас. Вот каждый из вас, кто слушает меня сейчас, программист, он либо в лагере Microsoft, либо в лагере Linux, либо в лагере Apache, либо в лагере Google. Вы где-то. И это самое важное технологическое преимущество у компании, если она сумела захватить интерес кодеров. Вот я, например, фанат, я пользователь Amazon Web Services. Я не перехожу на Google, я не перейду на тот же Huawei Cloud. Я пользуюсь Amazon уже больше 10 лет, или даже больше даже 15, наверное. Сколько они, вот появился у них первый сервис S3 или EC2. Вот я с ними столько нахожусь. Это я фактически в лагере Amazon, я фактически их приобретение, я их asset, я их, не знаю, в их армии. И Google очень бы хотел меня получить в другую. Потому что, смотрите, вот сейчас я с вами разговариваю, меня слушает там больше сотни человек, и это бесплатно. Amazon ничего мне за это не заплатил. Я вас всех сейчас как будто бы агитирую пойти в Amazon и принести туда свои бюджеты. Потому что я плачу им что-то каждый месяц, и каждый из вас, может быть не каждый, но каждый второй или каждый пятый, но кто-то из вас заинтересуется, пойдет туда и там заплатит. Для этого им не нужно рекламироваться, платить за телевизионную рекламу, ничего не нужно. Они просто получили меня. Как? Через технологические преимущества. Для этого им нужно иметь в open source много всего хорошего. Я в том числе с ними, потому что их технологии присутствуют в открытом доступе. Так, дальше. Так, про Барбару Лисков тут вопрос простой. Давайте дальше. Стоит ли делать мелкие библиотеки в open source, если под мой язык программирования нет аналогов, как в других языках? Или стоит больше фокусироваться на технически сложных open source разработках? Вы знаете, тут вопрос правильный. Я, например, иду по первому пути, который вы описали. Вот я, например, на Ruby пишу много. И для Ruby, к сожалению, мало библиотек полезных, меньше, чем для Java, например, или для Python. И я делаю эти библиотеки. У меня 3 десятка мелких библиотек под Ruby. И у каждой библиотеки по 5, 7, 10, может быть 20 звездочек на GitHub. То есть они никому не нужны, иными словами. Мало кому нужны. Если бы я всю эту энергию направил на создание, например, какого-нибудь модуля для Clang или какого-нибудь плагина для
IntelliJ IDEA, open-sourceного, я думаю, что собрал бы больше значительно звезд, чем вот эти мои мелкие продукты. Это было бы мне не так полезно, потому что мне не нужен никакой модуль для IntelliJ, и мне не нужен никакой плагин для Clang. Мне нужно то, что мне нужно. Поэтому я игнорирую, нужно ли это комьюнити, и делаю просто то, что мне нужно. Но это мой такой путь, он достаточно дискомфортный может быть, потому что я двигаюсь, 15 лет я на GitHub, и у меня самый большой репозиторий, в нем 2000 звезд. То есть результат крайне невысокий. Есть люди, которые получают в 10 раз больше результат, чем я. Я смирился с этой ситуацией, потому что мне нужны open source модули для моей работы. И я просто привык, видя проблему, которую нужно решить, привык решать ее в open source, если нет каких-то фундаментальных противоречий и запретов. Например, причем это бывает очень редко. Это крайне редко, когда я что-то не могу выложить в open source. В основном могу. Я так и действую. Но вы должны понимать, что это будет приводить к ситуации, как у меня. У вас будет мало популярности в комьюнити. Либо вам нужно будет писать просто очень много, как вот я делаю 15 лет подряд. Просто много очень вы сделаете, и суммарно вы наберете в итоге какую-то популярность на GitHub. Но если вы хотите быстро и успешно, то найдите проект уже популярный, Docker, Apache, какой-нибудь майкрософтовский, гугловский, и туда что-то добавьте. И под него сделайте какой-то модуль, какую-то компоненту, какой-то плагин. Сразу к вам все комьюнити прибежит, потому что вы уже там, уже место подготовлено, уже рынок раскручен, и тысячи людей сразу вам поставят лайки, даже если какая-то мелочь вами разработана. Так вот действовать надо. Следующий вопрос. Как вы относитесь к электровелосипедам? Хотелось бы такой в детстве. Да, хорошо отношусь. Мне нравятся и электровелосипеды, и самокаты. Я на самокатах по Москве чуть ли не каждый день. Если куда-то нужно и расстояние позволяет, то я лучше на самокате, чем на такси или чем на общественном транспорте. Хорошо, электровелосипед, хорошая штука. Вообще самокаты, мне кажется, это какая-то уникальная история для Москвы. Я в разных городах, для России. Я был в разных странах, там близко такого нет. Нужно, может быть, где-то это существует, но, может быть, я просто... я вот был в Нью-Йорке год назад, там никаких каршерингов, никаких самокатов. Пешком ходили, такси вызывай за $80 километр. Почему они не дошли до самокатов, почему они, не знаю. Москва просто удивительна в этом плане. Они, конечно, мешают, эти самокаты, они, конечно, доставляют неудобства. Кто-то с них падает, кто-то руки ломает, ноги ломает. Но это просто следующий шаг, я думаю, развития города. Нужны дорожки для самокатов, нужно делить тротуары на полосы, чтобы не все было под пешеходов, а была полоса, выделенная для самокатов. Тогда будет, как в Амстердаме, у них все под велосипедистов сделано. Там, не знаю, кто был в Амстердаме, может быть, знает, у них по правилам дорожного движения велосипедист имеет преимущество перед пешеходом. Вот как у нас пешеход имеет преимущество перед автомобилем, и автомобиль должен пропускать пешехода, так в Амстердаме пешеход должен пропустить велосипедиста. Я был очень удивлен, когда с этим столкнулся, когда там жил. Настолько город готов к велосипедному движению. То есть, если вы сталкиваетесь на перекрестке, то виноват пешеход, а не самокат. И многие этого не знают, туристы в Амстердаме, и кричат на этих велосипедистов несчастных, когда те едут не глядя и проезжают поперек тротуара, то многие туристы, не зная, что нужно пропустить, начинают возмущаться, поскольку, мне кажется, это единственная страна в мире, где такие правила приоритизации. Дальше. Я разработчик с долей в маленькой не IT-фирме. Денег немного, но я уделяю много времени open source. Мне нравится, есть прогресс и, возможно, монетизация. Стоит ли идти в найм за деньги и опытом? Да, я бы шел бы в найм в любом случае. Найм, он полезен. Он не только вам дает деньги. Вы правы, он дает и опыт. Он
ну, как сказать, больше прикрепляет вас к социуму. Когда вы совсем индивидуалист отдельно, если вы, и при этом вы еще пока не фаундер большой компании, пока еще не создаете рабочие места, то вы как будто бы оторваны от среды, оторваны от социума. И это нехорошо, это не развивает вас, это притормаживает. Если у вас пока нет сотни сотрудников, и вы сидите дома и просто занимаетесь чем-то, то найдите себе офис, где вы будете тоже заниматься чем-то, но пускай вам платят, пускай небольшую зарплату, пускай на парт-тайм, пускай на полдня, но включайтесь в коллектив. Дальше. Как вы считаете, правильно ли поступают языки программирования, которые разрешают возвращать из функций только одно значение? Ведь мы же не ограничиваем функции одним входным аргументом. Да, я, например, знаю, что Go разрешает возвращать 2 или более значений, но остальные языки разрешают, например, возвращать массивы, как в Ruby, и дальше этот массив присваивать сразу к 2 переменным или к 3, и получать, в общем-то, тот же эффект, что в Go. Мне кажется, в Python тоже так можно. Возвращается, если массив, то мы его сразу к переменным. В Perl, мне кажется, такая же история. Ну, это не очень хорошо, конечно. Да, я бы, конечно, это запрещал. В EOLang, который мы разрабатываем, в который мы приглашаем всех вас к участию. У нас есть такой язык программирования EOLang. Я ссылку дам под видео. Нам очень нужны волонтеры, кто бы туда контрибьютил. Это open source продукт. И там, в этом языке программирования, конечно, возвращается только одно значение или один объект в нашем случае. И, конечно же, никогда не 2. Я выступаю за то, чтобы 1 был. Мне кажется, это возврат 2 и более как будто бы ведет к тому, что мы закрываем глаза на высокую сложность нашей функции. И несколько параметров в функцию передавать, это тоже в определенном смысле вещь такая, на грани. Конечно, если у вас функция складывает 2 числа, то мы передаем эти 2 числа как 2 параметра. Но в каком-то таком идеальном мире, например, в Haskell, если я не ошибаюсь, всегда параметр 1. И если нужно больше, то мы делаем композицию функций. Мы делаем функцию из функции, функцию из функции. Но в одну функцию приходит 1 аргумент. Могу ошибаться, но кажется, что это так. Это как будто бы в правильном направлении движения. К упрощению. Мы должны делать так, чтобы языки программирования подталкивали нас к снижению комплексити. А если они разрешают ее повышать, то мы будем ее повышать. Например, язык программирования разрешает вам, в объекте иметь 100 атрибутов. Нет ограничений. 100 атрибутов, пожалуйста, имейте. Некоторые будут иметь там десятки, а то и под 100 атрибутов. А если язык программирования скажет, максимум 3, все. И вам придется писать программу проще. Вам придется какой-то рефакторинг делать. Вот мы обсуждали в прошлый раз типы. Я вам говорил, что мне кажется, что типы это костыли. Вообще типизация в языке программирования это определенный костыль. И многие пишут, мол, как же так, нам это удобно. Мы, когда читаем код, то видим, какого типа переменная, и понимаем, что от нее, что ждать от нее, какие с ней могут быть взаимодействия. Да, безусловно, это и есть костыль. В коде, который понятен, если код ваш занимает 5 строчек, и там всего 2 переменных, то вы по имени переменных поймете, о чем идет речь. Вам не нужно будет еще и типом объяснять, что происходит. Тип, конечно, помогает, если у вас 200 строк кода или 2000 строк, и в этом блоке кода 15 разных переменных, то да, было бы неплохо понимать, кто из них кто и какого это все типа. Но если у вас функция, которая называется max, и она принимает 2 и b, и возвращает, если а больше b, то вернуть а иначе вернуть b, зачем здесь типы? Вы же понимаете, что вам нужно что-то, что есть А, что есть Б, и у одного из них должна быть операция больше. Значит, что бы там ни было, строки, значит, строки, цифры, значит, числа, значит, числа, но вы понимаете семантику этой функции. То есть языки программирования, суммируя, должны подталкивать нас к снижению сложности. Они нас должны наказывать за сложный код.
Они нам должны запрещать писать код, который сложный. А если они разрешают, мы его напишем сложным, а сложность – это прямая дорога к дефектам. Дальше. Разрабатываю платформу для обучения игры на барабанах с бегущей нотной строкой. Как бы на Rust. Как бы я реализовал этот проект, у меня спрашивают. Использовал игровой движок или писал с нуля? Ну, я бы старался использовать движок, но вы знаете, мой опыт использования фреймворков и библиотек, он крайне печален. Я недолюбливаю фреймворки, особенно крупные фреймворки. Чем крупнее фреймворк, тем он обычно хуже, тем он обычно тем он ближе к пониманию толпы того, как пишется правильный код. Там будут dependency injection контейнеры, там будет все на статике, там будут длинные имена методов и переменных, там будут большие классы с огромным количеством entry поинтов. Все это там будет. В больших фреймворках это так, к сожалению. Я думаю, что это происходит от того, что они созданы толпой. И они потому и большие, что они слушали толпу, что они прислушивались к мнению сотен разных тысяч людей, которые, естественно, понимают плохо в архитектуре, поскольку их много. Большинство, оно всегда интеллектуально слабее, чем меньшинство. Ну и вот фреймворки крупные, они, конечно, продукт этого самого большинства, которое интеллектуально слабее. Так что сделайте свое, если есть на это время и желание, и силы. Дальше. Насколько идеи Zerocracy ложатся на использование Claude-кода? То есть получается ли ее настроить таким образом, чтобы она генерировала маленькие коммиты и добавляла то, что нужно сделать в дальнейшем? Попробуйте. Zerocracy уже сейчас работает на десятки репозиториев, может быть, нескольких десятках репозиториев. Подпишитесь на канал Zerocracy, на группу Zerocracy в Телеграме. Оно там автоматически публикует репозитории, в которые вы можете прислать свой код, свои pull-реквесты и получить за это деньги. Не нужно для этого ни регистрироваться, ни заключать договор, ни с кем коммуницировать, не приходить ни на какие митинги. Вы просто находите репозиторий, там эти списки опубликованы, заходите в репозиторий, находите любой баг, который вам нравится в бэклоге, фиксите его, присылаете pull-реквест, если мы его принимаем, вам выплачиваются деньги. Автоматом, все происходит на полном автомате. При этом никто не запрещает использовать Claude-код. Возьмите Claude-код, причем Claude-код умеет работать прямо с GitHub. Возьмите Claude-код, запустите, скажите ему, вот URL issue в GitHub, сделай мне фикс. Он вам сделает изменения, вы это запакуете в pull-request и пришлете. Только старайтесь, конечно, руками проверять, что он поменял. Потому что ровно позавчера мне прислали pull-request в один из репозиториев, там поменяли readme файл. Явно, что это сделал просто чат GPT, потому что много лишнего внесли, удалили то, что мы писали. Просто какой-то больше на вандализм похоже, чем на реальный contribution. Хотя для чата GPT это выглядит как, наверное, contribution. Но вы должны контролировать, что делает Claude-код, и, конечно, выходной контроль нельзя пропускать. Но мы совершенно не против, если вы будете присылать много pull-реквестов, сделанных роботами, с удовольствием за все это вы будете получать деньги. Там не так много, но вы посмотрите, какие там цены, просто подключитесь и посмотрите, попробуйте прислать пару pull-реквестов, вы увидите, как вам заплатят, и мотивация вполне появится. Так, дальше. Так, это не вопрос. Дальше. Ты и твоя команда, это, видимо, вступление, ты и твоя команда работаете рядом с другой. Руководитель другой команды взял к себе сотрудника, с которым вы несовместимы психологически. Вы в одном кабинете. Проблема ли это? Да, проблема, конечно. Конечно, проблема. Потому и кабинеты нужно устранять. И прекращать работать в кабинетах. Работать в кафе, на пляже, работать дома, но не в кабинетах. Но раз уж вы в кабинете, раз вас загнали в эту тюрьму 18 века, то да, несовместимость, вы ищете, видимо, ответ на вопрос, что делать с этим, да?
Но вы должны, вы знаете, психологическая совместимость – это что-то такое, что идет от нашего животного естества. Обычно это не объективный конфликт интересов, а это конфликт позиций. Знаете разницу, да, между конфликтом интересов и конфликтом позиций. Конфликт интересов – это когда, не знаю, я хочу спать, а вы хотите слушать музыку. Вот это конфликт интересов. И его, с ним одним способом работают. А конфликт позиций – это я имею право спать. Это моя позиция. А теперь ваша позиция. Я люблю громкую музыку. Вот две позиции столкнулись. И вот когда мы сталкиваемся на уровне позиций, у нас будет конфликт психологический. Мы будем ругаться, скандалить, ссориться, но решения не найдем, потому что мы держимся за позицию. Я считаю, что я имею право, и дальше по тексту. Вместо того, чтобы говорить по делу. Я не выспался, поэтому мне нужно сейчас лечь спать, завтра мне рано вставать. Это мой интерес. Он имеет объективные и обоснованные причины. Так вот, вы сталкиваетесь психологически, когда у вас разные позиции. Вы как-то по-разному смотрите на мир, по-разному смотрите на ситуации. Обычно со временем это уходит. Если вы долго будете сидеть в одном помещении с человеком, вы притретесь, у вас произойдет, вы уживетесь, потому что так природой задумано. Вот эти позиции, которые разные, они нужны нам для установления доминантной позиции. Мы с помощью такого позиционирования себя мы пытаемся захватить территорию и установить даже не власть, а показать, кто здесь главный. Вот в таком смысле, что когда будет драка, чтобы со мной никто не дрался, чтобы меня никто не пытался кусать. Мы таким образом сразу занимаем позицию, пытаемся занять, как животные, пытаемся закрепиться в формате «кто сильнее». У вас происходит то же самое. И он пытается захватить территорию, и он пытается доминировать, как коты на улице. Вот он кот, и вы пытаетесь кусаться, хотя у вас нет общего конфликта никакого, у вас нет интересов конфликтующих. У этого кота условно есть еда, и у этого еда. Но они кричат и дерутся. Почему? Потому что так природа задумала. Им нужно покусаться какое-то время. Потом они успокаиваются, и один из них понимает, что он будет в доминирующей позиции, а второй успокаивается и понимает, что он будет в подчиненной позиции в этой ситуации. Если вы этих котов растащите и поместите в другие дворы, то там они могут занять другие позиции. Тот, кто доминировал в этом дворе, будет там подчиненным и наоборот. Также и у вас. Вам нужно просто дать некоторое время этой ситуации, и она сама собой успокоится. Вы так или иначе притретесь к человеку. Вам станет не так важно на его позицию. Вы сейчас возмущены. Он считает, что он имеет право слушать музыку. А вы возмущены, потому что почему ты наушники не можешь надеть. И вы конфликтуете, но дело не в наушниках, и дело не в музыке, а в том, что вы еще пока не решили, кто из вас доминант, а кто подчиненный. Или вы просто должны решить, что никто не доминант, потому что неинтересно вам станет больше воевать. Котов можно растащить, и если их успокоить, если им силы у них кончатся, они могут и не быть в формате доминанты и подчиненный. Так что дайте время. Это всегда так происходит. Во всех коллективах, когда они только образуются, возникает такое трение. Люди начинают друг с другом кусаться. Без повода, просто так. Могут кусаться на пустом месте. И иногда даже непонятно, что вы сцепились, в чем проблема. Проблема в том, что мы животные, и нам этот файт, нам эта война нужна. Мы должны через нее пройти, чтобы понять, кто есть кто. Нельзя просто собрать весь коллектив и сказать: ребята, вы все живите мирно, все дружите, вы все профессионалы. Не будет так. Начнется грызня какая-то на первом же митинге. Кто-то кому-то что-то скажет, кто-то кого-то перебьет, сформируются какие-то группы, кто-то начнет кого-то ненавидеть. Пройдет время, все это успокаивается, и начинают все жить мирно. Сколько времени, это зависит, конечно, от ситуации. Так, мы тут уже близки к концу. Давайте еще один вопрос и завершаем. Так.
Так, в 35 поздно ли заниматься программированием? Поздно, конечно. Поздно и в 25. В 15 нужно заниматься программированием. Но если вам уже 35, так что? Умирать или что? 45, а если 55? Конечно, всегда все поздно. Лучше заниматься всем с детства, с самой школы. Лучше, чтобы ваше занятие, ваш интерес в жизни сформировался, пока вы еще ребенок, пока вы вот как подросток. Тогда, конечно, ваша жизнь сложится идеально. Если вы выберете свое дело в 15 лет и будете верны этому выбору всю свою жизнь, вы тогда реализуете свои таланты по полной. Но не у всех есть такая возможность. Вам уже 35, кому-то 45, кому-то 55. Ну, значит, посчитайте, что да, вы какую-то часть жизни проиграли. Accept it. Ну да, так случилось. По каким-то причинам. То ли вас увели от этой цели, то ли вам помешали, то ли вы сами бестолково приняли решение одно, другое. Погнались за деньгами, погнались за женщиной, я не знаю, погнались за карьерой какой-то сиюминутной, которая вам была не по душе, но ради денег вы туда пошли. Вы совершили ошибки. Ну, не нужно себя оправдывать и говорить, что я молодец. Вы не молодец, так же, как и я, не молодец. Я тоже совершил те же ошибки. Я тоже не занимался тем, что мне было интересно еще в 15. Но это не повод в 35 считать, что поздно, ну, что мы не будем это делать. Да, поздно, но мы это будем делать. Занимайтесь. В 35 это возраст, в котором вы вполне все успеете. Ну, у вас еще впереди еще 35, а потом еще 35. А может быть и еще 35, судя по скорости развития медицины сейчас и искусственного интеллекта. Может быть 35 это через 200 лет будет казаться как 12 сегодня. Может быть нам жить всем примерно лет по 200, по 250 предстоит, а вам только 35. То есть вы прожили, ну сколько, восьмую часть жизни. И вы меня спрашиваете, поздно заниматься? На 1/8? Нет, не поздно, у вас еще 9/8 впереди. Исходите из этого, что жить вам 200 лет. И я думаю, что это может быть даже близко к реальности. Тогда цифра будет выглядеть совсем иначе. Так, ну давайте на этой, мне кажется, позитивной ноте так и закончим. Я вас всех благодарю. Мы немножко овертайм сегодня. Спасибо, что пришли. Увидимся в следующую пятницу. Надеюсь, я сказал что-то полезное. Как обычно, в ВК вопросы мы потеряли и проигнорировали, но мне кажется, платформа теряет популярность. Может быть, даже мы перестанем на ней стримить. Хотя